Приветствую всех на нашем канале. В этом видео я покажу, как своими руками приготовить мастырку. Мастырка — это отличная универсальная наживка, которую любит практически вся мирная рыба. Поэтому я считаю, что каждый рыбак должен уметь самостоятельно приготовить такую наживку. Конечно, в наше время можно без проблем мастырку купить, но все, что сделано своими руками, всегда лучше. Потому как если мы что-то готовим сами, мы всегда знаем, когда оно было приготовлено, то есть знаем, насколько этот продукт будет свежий, и также знаем, из каких ингредиентов мы это сделали. Вот, что тоже немаловажно. Поэтому сейчас приступаем к приготовлению мастырки. Для приготовления мастырки нам понадобится колотый лущеный горох. Это обычный сухой горох, который продается в любом продуктовом магазине. Также нам понадобится манка, сахар, конечно же, вода и немного куркумы. Но это не обязательный компонент. Для того, чтобы у нас получилась хорошая и правильная мастырка, нам необходимо соблюдать пропорции. А пропорции будут следующие. На 2 стакана гороха мы будем использовать 5 стаканов воды и 1,5 стакана манки. Начнем с того, что в кастрюлю наливаем 5 стаканов воды. Все, теперь ставим нашу кастрюлю на плиту, включаем огонь и ждем, пока вода закипит. Пока накрываем крышкой. Когда вода закипела, мы добавляем в нее 2 стакана гороха. Один стакан. И второй. Теперь делаем минимальный огонь и варим горох до тех пор, пока он максимально не разварится. То есть он должен почти превратиться в пюре. Пока наш горох варится, его необходимо все время контролировать и обязательно помешивать, чтобы он ни в коем случае не пригорел. И когда вода уже начала с горохом активно кипеть, крышку уже можно на кастрюлю не ставить, чтобы пена, которая образуется в процессе варки гороха, не залила нам плиту. Потому как эта пена очень быстро и внезапно поднимается и моментально сбегает. Вот. Ну и пока горох варится, тем временем можно подготовить манку. Я вот в стеклянную тарелочку уже заранее насыпал 1,5 стакана манки, как я и говорил. И еще такой момент. Если мы хотим в мастырку добавить какой-нибудь ароматизатор, например, там корица или кориандр, возможно, какие-то еще запахи дополнительные, то это лучше всего сделать именно с манкой. То есть добавить в манку и прямо в манке перемешать. Вот. Ну, из таких ароматов я сейчас добавлять ничего не буду. Но чаще всего я очень люблю добавлять в мастырку куркуму. Почему куркуму? Потому как, в принципе, она не имеет какого-то насыщенного запаха специй. Как бы запах у нее есть, но совсем такой не резкий. Вот. Но при этом куркума дает очень хороший насыщенный желтый цвет. Вот. И для того, чтобы мастырка была такая более желтая, вот, можно добавить куркуму. Куркума также добавляется в манку. На это количество нам понадобится примерно где-то 2 чайных ложки. Можно даже чуть меньше, потому как она довольно-таки насыщенный цвет дает. Вот так. И теперь все это хорошо перемешиваем вместе с манкой. Как бы на фоне этого количества манки как бы желтого цвета от куркумы даже и не видно, но когда мы добавим в горох, то куркума свое дело сделает. Все, манка наша подготовлена полностью.
Продолжаем мешать горох и контролируем, чтобы он у нас максимально сварился. Прошло примерно 20-25 минут. Мы видим, что воды уже почти не осталось. Горох начал превращаться в пюре. И теперь на этом этапе можно добавить для усиления вкуса 2 столовых ложки сахара. И опять хорошо перемешиваем. На самом деле время приготовления гороха может быть у каждого разное, потому как это зависит от самого гороха, насколько он старый или насколько он молодой. Вот, у нас 25 минут сварился, у вас может вариться полчаса, может вариться 40 минут. То есть здесь все по-разному. Так, ну в принципе горох готов. Теперь на маленьком огне он стоит у нас. И в это время добавляем постепенно манку. Добавляем манку и перемешиваем. Пока мы мешаем, манка тоже разваривается. И горох, как видим, становится таким вообще густым. Это нам и надо. Продолжаем добавлять манку. Уже становится мешать очень тяжело, поэтому выключаем плиту. И сейчас кастрюлю поставим на стол. И будем продолжать вымешивать. Только теперь уже не ложкой, а толкучкой для картошки. Вот такая толкучка для картошки. Высыпаем манку оставшуюся. И хорошо перетираем. В принципе, в приготовлении мастырки это самый сложный этап. То есть он именно физически сложный, потому как нужно действительно приложить хорошие усилия, чтобы это все перемешать. Точнее, перемять. И вот таким образом продолжаем мять нашу мастырку. Пока она горячая, манка будет развариваться, растворяться. Потом ее вообще не будет видно в мастырке. Ну все, когда мы мастырку хорошо вымесили, теперь мы ее оставим минут на 10, чтобы она немного остыла. И потом возьмем ее в руки и еще немного замесим ее вручную. Прошло около 10 минут, я мастырку достал из кастрюли и теперь немного вымешу ее вручную. Вот и все. Наша мастырка полностью готова. Она имеет очень приятный и насыщенный запах гороха, что непременно понравится рыбе. Также она отлично лепится и будет очень хорошо держаться на крючке. Вот, поэтому всем рекомендую приготовить. Удачных вам рыбалок и спасибо за внимание. До новых встреч!
Также смотрите другие интересные видео на нашем канале и не забудьте подписаться, чтобы ничего не пропустить.